Беспроводная колонка от Xiaomi с минималистичным и привлекательным дизайном. Она хорошо смотрится как на рабочем месте, так и в любом другом месте, допустим, дома. Колонка, помимо того, может воспроизводить хорошее звучание. Также она выполняет функцию беспроводной зарядки. Так что все, кто спрашивали про колонки и беспроводные зарядки, вот вам ответ сразу на два вопроса. А 7 видов белого шума позволяют расслабиться после тяжелого продуктивного дня. Хотя мне, как радиоэлектронщику, 7 видов белого шума довольно странно слышать. Всем этим может похвастаться Bluetooth-колонка под названием Xiaomi Midja Qualitel ZS1001 Pro. Название прям ух! Но все ли так хорошо, как заявляет производитель, сейчас я вам расскажу. К слову, данная колонка у меня уже не первый месяц, поэтому я думаю, вам мое мнение будет интересно. Можно сказать, что это в прямом смысле user experience. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Иногда я обозреваю колонки. А вот такая штука считается Xiaomi-шным брендом. Почему? Потому что это краудфандинг, потому что краудфандинг это хорошо, потому что на этой платформе продают что-то интересное, очень часто дешевое и очень часто непонятное для нас, особенно когда мы покупаем это дело на Алишке. Поэтому дело я скупаю и рассказываю вам. Это версия Pro данной колонки. Меня больше всего интересует, как она выглядит вживую, потому что пока упаковка драматична. Но химии не воняет, плюс ей в карму. Смотрим, барабанная дробь. Первое, у нас есть беспроводная зарядка для этой колонки. Второе, выглядит она топово. Пластик приятный на ощупь, ножки прорезиненные, упаковка хлам. В целом, вроде бы, даже все неплохо. А вот насколько неплохо, мы сейчас увидим. Так, кабель Type-C-шный, разумеется, для зарядки. Насколько вероятно, что она работает не только от кабеля, почти 100%, потому что, скорее всего, она сначала заряжается, а потом включается. Вот. Из функций здесь активация Bluetooth и еще много всего, включая какой-то режим сна, звуки птиц, насекомых, колыбельная и снова Bluetooth. То есть работа от Bluetooth как колонки. Здесь указание количества часов, через которые они, я так подозреваю, должны отключаться. И здесь, разумеется, беспроводная зарядка. На сколько ватт мы сейчас проверим. Мне кажется, на какие-нибудь там 10, и это уже будет неплохо. 1800 мАч внутренний аккумулятор, это ни о чем. Версия Bluetooth 5.0. Обещают нам 4 колонки по 8 ватт, 32 ватта суммарная мощность, но это так не считается. Здесь я вижу 3 кнопки, получается, сенсорные, и смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе же 2 моих телеграм-канала. Один со скидками, нас там уже больше 45 тысяч человек, почти 46. Я туда скидываю последнее время прямо люто интересные предложения. Допустим, Amazfit X, которые раньше стоили 26 тысяч, вчера выкладывал за 6200. И да, 6200 они однозначно стоят. Спасибо всем, кто смотрит этот ролик, вы поддерживаете канал. Спасибо всем, кто добавляется в телеграм-канал взаимопомощи. К слову, у нас там почти 12 тысяч человек. Все друг друга уважают, нет политики, мата, хамства и рекламы. Так что подписываемся. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к колонке. Полетели. Поставляется данная Bluetooth-колонка в зеленой расцветке. Возможно, в продаже есть еще какие-то расцветки, но я их не встречал. Могу сказать, что есть другие модели, которые отличаются внешне и слегка по функционалу. Дизайн у ZS1001 Pro привлекательный, с уклоном в ретро. Колонка имеет форму параллелепипеда, корпус выполнен из матового ABS пластика, тактильно неплохого. Материалы не марки, но потертости остаются моментально. Сборка в некоторых местах расстраивает, но в целом ничего не скрипит и не тарахтит. Габариты колонки составляют 150 на 75 на 87 мм, вес не маленький, 590 граммов. На корпусе расположили с тыльной части разъем для зарядки USB Type-C с индикатором и переключатель, которым можно включить или выключить колонку, а также поставить таймер в релакс-режиме. С фронта находится металлический поворотный механизм, плюсом в карму за металл, который отвечает за переключение между Bluetooth-режимом и 7 видами белого шума, такие как колыбельная, звуки насекомых, звуки пения птиц, звук ветра, звук дождя, звук воды и, собственно, белый шум, которыми, к слову, я часто пользовался, но звучание слегка требует доработки. Лучше самому записывать, конечно, и потом воспроизводить. К слову, с фронта также есть небольшой световой индикатор, который находится
находится за решеткой. На дне находится краткая информация и 2 антискользящие ножки. На правом боку расположили 3 сенсорные кнопки и из тапов на борту регулировка громкости, плей-пауза, ответ и сброс вызова. Переключать треки, к сожалению, нельзя, на тапы откликается хорошо, регулировка громкости внутренняя отдельно от громкости на самом смартфоне. Наверху находится область для беспроводной зарядки стандарта QI на 15 Вт, что, конечно, очень удобно. К примеру, можно разместить колонку на рабочем столе, включить фоновую музыку и одновременно заряжать смартфон. Я лично пользуюсь ей практически все время. Правда, как и зарядка от OnePlus, Huawei и Xiaomi. Но это лирика. Беспроводная зарядка работает только при подключении колонки к сети. Далее оснащена ZS-1001 Pro динамиком диаметром 52 мм. Bluetooth 5 версии не совсем плохо, но уже есть Bluetooth версии, допустим, 5.3. К примеру, он у меня встречался уже в 2 смартфонах, притом последних. Realme GT Neo 3 и Xiaomi Redmi K50 Pro. Обзоры на них вы можете посмотреть на канале. Вдобавок, в ближайшие дни, возможно, я сделаю сравнение этих 2 аппаратов. Может, туда и 12 Pro добавлю, ну посмотрим. Возвращаемся к колонке. Мультипоинта на борту нет, что неудивительно. Автоматически подключается к ранее сопряженному устройству после включения. Заряд в шторке на смартфоне не отображается, что, конечно, неудобно, и анимации при подключении также нет. Емкость аккумулятора 1800 мАч. По моим тестам, если использовать колонку на 65% громкости, то она проживет 7 часов 34 минуты, что довольно хорошо. Но в целом, лично у меня она была постоянно подключена к сети. Летим дальше. Официального приложения, к которому можно было бы подключить колонку, к сожалению, нет. Далее, звучание в метре от колонки громкость составляет в среднем 80 дБ, громкости хватает однозначно. На 100% громкости каша легкая, но присутствует, на 90% нет. Баса не хватает, вдобавок он без ощущения глубины. Средние частоты неплохие, вокал четкий с небольшим акцентом. Детальности в звучании для этой ценовой категории слегка по мне не хватает, но здесь же еще беспроводная зарядка. Сцена ниже средней, ударные неплохо звучат, в целом, как и весь инструментал. Звучание точно не басхедное, по моему мнению, колонка больше подойдет для электронной музыки. Если говорить о звучании в целом, то оно довольно энергичное. Для просмотра видео на YouTube самое то, для фильмов звучание местами плосковатое, если вы прям к супер качеству привыкли. Нет ощущения объема, но смотреть какие-нибудь там мультики вам хватит точно. Минусы: нет возможности переключать треки, нет антискользящей поверхности в области беспроводной зарядки, поворотный механизм очень туго переключается, нет слота под microSD, нет AUX входа и, к сожалению, еще нет программы. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забываем подписываться на телеграм-канал скидок, хотя бы загляните туда, удивитесь, как много всего сейчас дешево продают. Я очень надеюсь, что это не агония у китайских производителей, и они не планируют просто уйти с нашего рынка, а просто продают много всего дешево, потому что это старые модели. Но это тоже домыслы. Резюмирую, Xiaomi Midja Qualitel ZS-1001 Pro, как по мне, хороший выбор за такую стоимость, так как она выполняет не только функцию колонки, а также функцию беспроводной зарядки и неплохого помощника для расслабления, используя режим белого шума. Плюсы: выглядит она, по мне, хорошо. Отличный дизайн, который впишется практически в любой интерьер. Ну, вы понимаете, что такие штуки либо на подарок себе, либо кому-то покупаются однозначно. Без того и другого можно жить. К слову, я всегда рассказываю в основном о их минусах, а не плюсах, потому что плюсы вы можете и в рекламных обзорах посмотреть, правильно? Поэтому не забудьте подписаться на канал, напишите в комментариях, на что еще вы хотите обзор, напишите, интересны ли вам разные обзоры. Допустим, завтра будет, как и у многих, правда, но самокат. Я его реально месяц уже гоняю, я его даже разбил частично, поэтому приходим и смотрим. Девайсу однозначное да, добра и удачи вам, дорогие друзья.